Мы в Лондоне, столице былой империи, которая когда-то управляла половиной мира и над которой не заходило солнце. Сейчас это один из крупнейших мегаполисов мира, в котором проживает что-то в районе 8 или 9 миллионов человек. Лондон завершал наш большой роуд-трип по Великобритании, где мы на Тесла доехали до самого севера Шотландии, посетили множество просто сногсшибательных мест, городов, замков и других невероятных локаций, которые просто открыли для нас Британию. Но сейчас Лондон и целый список мест, которые, мы надеемся, тоже не отстой. И на Лондон мы отвели не один день, как на другие локации. Чуть больше. 5, точнее 6. Музей Гарри Поттера еще. Постараемся показать это все в сжатом и интересном формате. Итак, интересные места Лондона, которые мы успели посетить за 5 дней. 6 дней. Но сначала жилищный вопрос. Ведь в Лондоне надо где-то жить. Эти 5-6 дней. Итак, мы в Лондоне. Ну как в Лондоне? На окраине Лондона. Но это Лондон. Здесь недалеко метро, 20 минут, и ты в центре Лондона. Вообще Лондон, как и все мегаполисы, весьма дорогой город. Да. И, естественно, с жильем здесь тоже проблемы. Мы искали заранее, и на самом деле было не так много приемлемых вариантов по цене. Ну, чтобы не полностью уйти в минус, а только чуть-чуть. Да. Ведь нас 4 человека, с конем, машину поставить нужно. В мегаполисе это непросто. Это, наверное, было единственное жилье, которое у нас было конкретно забронировано уже за какое-то время. И мы нашли милый домик на Airbnb. У нас получается где-то по 20-25 фунтов с человека в день. И еще за коня там что-то. Но если такой компанией вы сможете остановиться за соточку в день на семью, считайте, вам повезло. На постоянку, наверное, как и везде, подешевле будет, но Airbnb в отпуск — вот такие цены в Лондоне. Самые большие плюсы домика для нас. Первое — это небольшой дворик, где можно оставить Гэндальфа, так как наша программа в Лондоне не всегда подразумевала конные прогулки. Но ему тут было очень неплохо. И второе — парковочное место с розеткой. У нас был роуд-трип, поэтому мы были на машине. Но просто ехать в Лондон на машине или передвигаться по нему на машине — это так себе история. Постоянные пробки, поиск парковочных мест, совсем не дешевых. А въезд в центр, а теперь и в зону Большого Лондона, вообще платный. Там, правда, для машин постарше и не для электричек, но все же. Плюс левостороннее движение. В общем, куча проблем. Так что, если вашей целью является только Лондон, прилетать сюда гораздо выгодней. Чекнем на Aviasales. Ближайшие даты. Из Штутгарта, например, билет стоит в районе 80 евро. Хотя летать из Штутгарта не самое выгодное. Из Варшавы уже 48. И еще много вариантов в районе 60. А если искать заранее, вообще будет недорого. Машиной мы только на паром отдали 170 евро в одну сторону. Короче, в Лондон лучше летать. Aviasales в помощь. Идем изучать Лондон. Лондон, как известно, из Capital of Great Britain. Садись 5. Важно знать, приезжая в Лондон. Хотя метро — это очень удобно, но в Лондоне оно самое дорогое в мире. Упс. Даже если вы спросите Google, на чем лучше передвигаться в Лондоне, он вам скажет пешком. Но Лондон большой, это не очень реалистично. Разовый проезд, в зависимости, конечно, от зоны и времени, обойдется примерно в 6,5 фунтов. Это где-то 7,5 евро, чуть больше. На нашу компанию в день, с учетом того, что Стефан ездил бесплатно, а Соня по неполному билету, это обходилось в 35 фунтов. Интересная цифра проездного получается в год. Если вы покупаете его на 5 зон, это обойдется примерно в 2000 фунтов за год. Вот такой вот прикол. Первый день в Лондоне у нас были весьма простые желания и запросы среднестатистического туриста. С учетом того, что мы после насыщенного путешествия смогли поднять себя только к обеду, план был весьма простой. Где-то перекусить и увидеть что-то очень-очень лондонское. Ну, чтобы почувствовать, что ты в Лондоне. А вот у наших детей задачи были весьма четкие и конкретные. Например, позвонить из лондонской телефонной будки.
Ну это же классно. Так, Соня кому-то звонит. Она звонит в Хогвартс. Мне кажется, она вообще ни разу по такому телефону не звонила. Ну как? Есть 60 пенсов. Дедушка! Мы сейчас в Лондоне в телефонной будке и звоним тебе. Смотри. Позвонить, правда, получилось только вот так, но это ведь звонок из телефонной будки, так что засчитано. Да, эти будки, которые появились уже больше века назад, в 1920-х годах, стали визитной карточкой не только Лондона, но и всей Великобритании. И хотя с приходом мобильников и интернета они стали не так нужны, как раньше, и их количество за последние 20 лет сильно сократилось, из многих до сих пор можно вполне себе позвонить. О, это самая печальная красная будка, которую я видел пока что. Там можно подзарядиться. И, кстати, многие эти будки сейчас служат уже другим целям. В каких-то организован обмен книгами, кто-то делает кафе или мастерские, а в некоторые даже вешают дефибрилляторы, как скорая неотложная помощь. Вот так вот. Я был в Лондоне лет 30 назад. Да, было такое дело. Был как Стефан сейчас примерно. И хорошо помню несколько локаций, на которые очень хотелось вернуться. Начинаем с Трафальгарской площади, где стоит колонна знаменитому адмиралу Нельсону. Он, правда, сейчас к нам кормой немножко. Но это легендарный адмирал, который разбил французов в Трафальгарском сражении, чем, кстати, очень сильно расстроил Наполеона. К сожалению, сам Нельсон погиб на своем флагманском корабле «Виктория». Но он легенда и герой Великобритании. А это самый центр Лондона, между прочим. А если залезть на пьедестал, на котором стоит Нельсон, можно увидеть красавчик Биг Бен. У Сони это вообще была мечта и план номер один. Теперь я знаю, что я в Лондоне. Давай. Кстати, вы знали, что Биг Бен — это вообще не башня? Это колокол, когда-то самый большой в королевстве. А башня официально называется Башня Елизаветы, в честь Елизаветы II. Но кому это интересно? Это всегда будет Биг Бен. Самокатеры. Нашествие самокатеров. Что происходит? За 30 лет, пока я здесь не был, ничего не изменилось. Он стал даже лучше. А, да, реставрация была. Точняк. Этот день был короткий, прогревочный, можно сказать, по символам Лондона. И хотя эти места супер попсовые, но они точно не отстой. И дети теперь точно знают, что они в Лондоне. Да и закат в тот вечер был просто идеальный. Город смотрелся каким-то сказочным, что ли. Особенно Биг Бен. Казалось, вот-вот появится Питер Пен с компанией и сядет на минутную стрелку. Ведь это то самое время. Фотография носом через листик. Это подход. Глянь, как он экспозицию понесет. Но напоследок, тут недалеко есть штука, о которой, я уверен, мало кто знает, даже среди тех, кто живет в Лондоне. А теперь не самые очевидные места Лондона. Вот, например, этот фонарь. Это уникальная разработка викторианской эпохи, 19 век. Он установлен здесь в 1870 году. И уникальность его в том, это гениально на самом деле, этот фонарь работает на газах из канализации. Да, это правда. Буквально он работает потому, что кто-то сходил в туалет. Возможно, вот в этом отеле. В общем, метан, как-то там скапливался внутри фонаря, и, в общем, все это горело. Там написано, что это последний такой фонарь в Лондоне. Я не уверен, что он сейчас тоже работает на газах из канализации. Но это забавно. Этакий фонарь на пуках. Это гениально, но так по-английски. Такие вот штуки есть в Лондоне. Воняет, что ли? Серьезно? Да. Но это же фонарь на пуках.
Второй день у нас тоже начинался с метро, но не простого. Лондонское метро не только самое дорогое, но и самая старая. Самая первая линия метро проходила из Паддингтона в Фарингтон через станцию Бейкер-стрит. И было это аж в январе 1863 года. Просто чтобы вы понимали, примерно в это же время в Российской империи отменили крепостное право. Но это так, для справки. Но я думаю, для большинства из нас Бейкер-стрит ассоциируется с другими событиями. Ведь тут жил сам Шерлок Холмс. Осталось только найти Бейкер-стрит 221-Б. То самое место. По крайней мере, адрес сходится. Где-то в тех окнах он и жил. Тут есть очень атмосферный сувенирный магазинчик. Вообще мы заметили, что в Англии такие магазины делают просто шикарными. По ним ходишь как по музею. Но и, как правило, в них очень много разных ништяков. Можно прикупить вот такое издание Шерлока, например. Или его трубку. Может, мне сменить головной убор? Хотя нет, лучше не буду. Класс, у тебя-то в ванну. Шикарно. Вот это Тимак, шарманочки. Вот что я хочу. Смотри, 32 фунта всего. Кстати, музей тут, естественно, тоже есть. Хотя этот музей мы решили пропустить. Но не думаю, что там прям супер что-то интересное. Да и вообще, вроде как, когда сэр Артур Конан Дойл сочинял данное произведение, этого дома вообще не было еще. И, кстати, интересно, с другой стороны, там сейчас ремонт, и там тоже висит вывеска «Шерлок Холмс» и тоже Бейкер-стрит 221-Б. Такое чувство, что они постоянно меняют местами дом Шерлока Холмса. Короче, прикольно, отметились. В общем, это здесь, а мы идем дальше. А дальше можно прогуляться пару километров по красивым райончикам, которые можно назвать одной фразой «Я б тут жил». До места, где обязательно нужно сделать фото. Особенно, если вы в Лондоне вчетвером. Вот, наверное, один из самых известных пешеходных переходов в Лондоне. Или даже во всем мире. Здесь ходили Битлз. Тут было сделано знаменитое фото для обложки, ставшего легендарным впоследствии 12-го альбома Битлз «Эбби Роуд» по названию улицы и студии звукозаписи, которая находится в 2 шагах от этой зебры. Мы, конечно же, хотим сделать фоточку вчетвером, но это действующая улица. И тут желающих сделать фоточку полно. Какой-то бесперспективняк. Но мы все же попытались это сделать. Оказалась непростая задача, учитывая постоянный поток машин и людей, которым часто плевать на твой план. У них есть свой. А еще главное быстро убежать. Это было непросто распихать всех желающих сфотографироваться и стать четвером. И мы поставили штатив. Единственный, кто это здесь сделал, я так понимаю. Это было рискованно, но все получилось вроде. Но я представляю, как людям, которые здесь ездят каждый день и живут тут в соседних домах, как их задолбали все эти туристы, которые подражают Битлз. Некоторые прям реально нервничают. Уже на подъезде к пешеходному начинают сигналить, хотя это пешеходный. Но даже прикольно, что здесь не перекрыто движение, это обычная улица. Это делает этот челлендж еще более увлекательным. И иногда с риском для жизни. На самом деле в этой знаменитой фотосессии есть кадры, как они идут к студии. Собственно, в этом была задумка. Но потом фотограф выбрал, когда они идут от студии. А, собственно, студия вот... Вот это? Да. Come together right now over me. Но вообще, обложка альбома вошла в топ обложек всех времен. И этот образ Битлз стал одним из самых известных и цитируемых в массовой культуре. Теперь такое фото есть и у нас. Мы любим Битлз.
Есть еще один интересный факт, связанный с этой обложкой. Дело в том, что это одна из первых обложек, где нет ни названия группы, ни названия альбома. Просто фотография. Звукозаписывающая компания даже отговаривала ребят и говорила, что это не будет продаваться, так никто не делает. Но мы знаем, какой успех она имела. Сохранился даже набросок обложки от Маккартни. Прикольно наблюдать, как создавался дизайн времен Битлз. Используя даже ограниченные инструменты, создавались шедевры. И как много возможностей появилось у дизайнеров сейчас. Сколько потрясающих эффектных сцен, которые раньше казались недостижимыми, не только в фото, но и в видео, можно реализовывать сейчас с помощью современных инструментов. Лично для меня это та сфера, где я бы хотел развиваться больше. Если вы тоже задумывались, как создаются впечатляющие анимационные видео и спецэффекты, которые захватывают с первых минут, я расскажу вам о курсе, который поможет стать мастером в этой области. Курс от школы Contented Motion Designer с нуля до про. Это полное погружение в мир анимации и спецэффектов. На протяжении всего курса вы будете создавать выразительные и реалистичные анимации в 2D и 3D, эффектные рекламные ролики и заставки, а также анимировать 3D персонажей. Курс разработан так, чтобы дать вам не только теоретические знания, но и практический опыт работы с реальными проектами. Что важно, вы будете работать под руководством опытных преподавателей и менторов. А возможность стажировки в анимационной студии Artman поможет вам не только научиться применять свои знания на практике, но и получить ценные контакты и рекомендации для будущей карьеры. С промокодом VadimK вы получите скидку 45% и бонусы в виде курсов по нейросетям и английскому для дизайнеров. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Все приходит с опытом. Опыт приходит с Contented. Следующая локация — это вокзал King's Cross. И это место будет особенно интересно поклонникам Гарри Поттера. Ведь именно тут можно найти платформу 9,3, от которой отправляется экспресс в Хогвартс. Именно тут проходили съемки, в первом фильме так точно. И тут целое паломничество разных маглов, которые желают сделать фото с тележкой, уходящей в стену. Да, вот эта движуха. А мы думали, в сентябре будет поменьше людей. Ха-ха. Но на самом деле это не так прикольно. Я думал, что этот столб прям как в фильме, возле поездов. А тут на самом деле эта табличка размещена просто на стене, возле сувенирного магазина, конечно же. И все эти люди, они стоят, чтобы сфотографироваться с бутафорной тележкой и вывеской. Да, примерно вот так это происходит. Им еще шарфик подбрасывают. На час? Часовая очередь? Жесть! Мы не хотим стоять час. Это неправильно. Здесь что-то не так. Это вообще маглы какие-то. Саня, знаешь, как настоящие волшебники проходят? Вот настоящий портал для волшебников. Ха! Но это, конечно, я вам хочу сказать, антураж. Санта-Клаус прям какой-то. Это все было нам не очень интересно. У нас был план найти настоящую платформу 9,3, где проходили съемки. По идее, она должна была быть где-то между 9 и 10. Так, вот это кадр из фильма. И это похоже на то место, но что-то не сходится. Это было бы логично, но слишком просто. И потом, за 20 лет многое могло измениться. Мост, на котором мы сейчас стоим, Так, это единственные такие колонны, которые здесь есть. точняк. Очень похоже, что это было здесь. Реально, это то место. И вот оно, реальное место, где проходили съемки. 5-я платформа. А сюда свободный вход, можно прийти. И здесь стоят тележки, только настоящие, современные. Really? Someone told me that this is the Да, он тоже так сказал. О, местный работник нам подтвердил, что это то место на самом деле. Он волшебник. Он не магл. Это прикольно. Все маглы стоят вот там, возле туристического магазина. Настоящие волшебники идут на платформу. Вот сюда. Все, походу наши ребята отправились в Хогвартс. Уже потом, при детальном рассмотрении, мы поняли, что с колонной чуть ошиблись. Она чуть дальше в другую сторону. Но платформа точно та. 100%.
Но вообще, очень красивый вокзал. Реально. Очень люблю такие конструкции. Кстати, говорят, перед началом учебного года тут собиралась целая толпа школьников и провожала экспресс в Хогвартс. И это круто. Наверное, было атмосферно. Вот первый фильм. Второй фильм тоже здесь. О, «Миссия невыполнима» здесь в 2015 году снимали. И «Чудо-женщину» здесь снимали. Воу. Вообще на Кинг-Кроссе много снимали разных фильмов. И вот эта аллея, здесь можно посмотреть, что и в каком году снималось. А, кстати, сам сувенирный магазин 9¾ очень классный. Один из лучших, где мы были. А мы уж в них побывали. Так у тебя же очки из другой вселенной. Они ко всему. Мне нравится эта кружка, реально. О, крутой пакет. Вердикт: стена для маглов — отстой. А вот сам вокзал ничего такой. И платформа. Портал там точно есть. На следующий день детей не надо было долго уговаривать вставать с кровати. Хотя меня тоже, если честно. Ведь мы отправлялись во вселенную Гарри Поттера. Thank you. Вы довольны, я смотрю, Микки. Дело в том, что это не просто музей. Здесь это студия Warner Bros. Здесь павильоны, где снимают кино. И тут, в принципе, снимался Гарри Поттер. У нас тут представители Слизерина, Пуффендуя и Гриффиндор. А чего это вы все вместе? Какая-то странная компания у вас. Милая, я всегда подозревал, что ты замешана в чем-то таком. Но теперь подтвердилось, Слизерин — это твоя тема. Ты абсолютно прав. Вау, гигантские палочки! О, Гермиона! Соня, это Гермиона палочка. Гарри Поттер. Что, точная копия? Да. Класс! Собственно говоря, вот чего больше всего ждали наши дети от этой поездки. Музей Гарри Поттера! Я ждала этого за неделю до поездки. Они, собственно говоря, ради этого только и поехали с нами в Англию, наверное. Ну, еще ради Биг Бена, да? Да. С первых минут тебе как бы намекают, что это не просто какой-то там музейчик, а тебя ждет настоящее погружение в волшебный мир. Один только дракон в холле чего стоит. Но и все остальное построено не просто так, а по всем правилам сценария. Сначала разогревают интерес, дают экспозицию, показывают какие-то детали из жизни Гарри до всего этого волшебства. Он жил рядом с электрическим счетчиком. Комнату с постерами всех частей. Еще там было пару штук, которые нельзя было снимать. И только потом происходит впечатляющая завязка сюжета. В ней, кстати, поучаствовал Стефан. И начинается все с главного зала Хогвартса. Конечно, прообразом для которого была столовая в Оксфорде, где мы были во второй части нашего видео про Англию. На 49-й минуте 46-й секунде. Кому интересно. Но лучше смотреть все целиком. Но в отличие от Оксфорда, тут все настоящее. Даже реквизит. Все было тут. Ну а дальше идет настоящее развитие сюжета. Размеры пространства, в котором все это реализовано, просто гигантские. Масштабненько так. А количество экспонатов, разных деталей и других штук, которые связаны с фильмом, просто зашкаливает. Тут есть все, начиная с таких штук, как парики или костюмы актеров, до целых комнат, например, в которых жили ученики, или кабинет Дамблдора, или других профессоров. Кабинет зельеварения, например, зачетный. А он разве преподавал? Он преподавал тоже зельеварение. Он все время преподавал зельеварение. Но потом в 6-й части уже встал Все понятно. профессор Слизерин. Он вот там вот стоит. Так, тут явно разделся какой-то Гарри. Даже фордик, на котором летал Гарри, тут тоже есть. Ну и, конечно, много интерактива. То, что можно трогать, щупать и так далее. Например, управлять метлой для квиддича. Или попрактиковаться в поединке на волшебных палочках. За отдельную плату даже можно поучаствовать в сцене из фильма. Ну да, выглядит так себе, но было прикольно.
Все очень сложно перечислить, и потом музей Гарри Поттера — это то, что нужно увидеть своими глазами. Но из особенного можно выделить, например, запретный лес, по которому придется пройти, чтобы двигаться дальше. Тут можно встретить кентавров, поприветствовать клювокрыла и даже менять день с ночью. Хотя есть тут твари и пострашнее. Стефан, делай что-нибудь. Жесть. Сочувствую тем, кто боится пауков. Вам придется тут пройти. Ну а дальше? Дальше вы попадаете на настоящую платформу 9 3/4. Вот она! Даже с паровозом в натуральную величину, который в прямом смысле стоит на парах, чтобы отправиться в Хогвартс. И с настоящими вагонами, в которые можно зайти и в которых проходили съемки. Интересно, в каком купе они сидели? О, вот оно! Здесь тележка со сладостями, люди. Вот тут эти два товарища обожрались. Тут в музее прям целых 3 таких платформы 9 3/4 с корзинкой в стене, как и на вокзале возле сувенирного магазина, только здесь нету часовой очереди. Хотя там бесплатно. Но зато здесь вы в музее. Этот вокзал гораздо прикольнее, чем реальный вокзал. Особенно учитывая наличие паровоза. После 3 часов примерно кажется, что это уже все. Было круто, спасибо. Но нет. Дальше вас ждет столовая, за которой виднеется целый город еще. И вы понимаете, что это была только половина. Мы решили, что подкрепиться — это будет хороший план. Но... Перекус в музее Гарри, конечно... Да, цены там не волшебные. Скорее, потусторонние какие-то. Но куда деваться. Зато там можно попробовать настоящее сливочное пиво. Вот эта тема. Очень вкусно. Пенка как жвачка, да? Нет, не как жвачка, как мармелад. Как мороженое. Сливочное пиво. Класс. Во второй части музея имеется гигантский макет дома Уизли, шикарный 3-этажный автобус, деревянный мост из Хогвартса, где было много классных сцен, и который так круто разнесли Невилл и Финниган в последней битве. А также можно заглянуть в настоящий дом Дурсли. Там тоже было немало забавных сцен. И еще можно зайти в теплицу, где растет мандрагора. Вау, жесть какая! Но советуем делать это в наушниках. Но это ведь мандрагора. И казалось бы, ну, теперь я видел все. Это конец? Конечно нет. Дальше целые павильоны, сделанные для фильма. Это банк, где золотишко Гарри лежало. Помещение банка Гринготтс. Я вам хочу сказать, павильончики, конечно, в музее. Соня даже попыталась открыть там счет. Но эти гоблины, они такие несговорчивые. Да и как-то он не живой какой-то. Тут еще можно посмотреть, как в кино создают таких персонажей, как гоблины, например. Ну, создавали. Сейчас это все уже в основном компьютерная графика. Но раньше это было целое искусство. И, кстати, вы помните, что случилось с тем банком? Ё-моё. Простите, а где здесь туалет? Должен сказать, вживую это выглядит очень впечатляюще. Ну и, конечно, в этом музее просто не могло не быть косой аллеи. В натуральную величину, со всеми деталями, заведениями и так далее. Я представляю, чего стоило просто создать это все. Ну и напоследок, можно сказать, развязка. Вы попадаете в большую студию, где стоит огромный макет Хогвартса со всеми деталями. И именно этот макет снят при разном освещении для того, чтобы в фильме показать общие планы Хогвартса
с разных сторон. Такое вот кино. Вот там есть кадры, как там птицы прилетают над замком, или летит там, или совы летят в замок. Это все сделано вот здесь. Это Дэниел Рэдклифф? Да, это Дэниел Рэдклифф. У меня же палочка. Вот, может, Эмма Уотсон. Да, ты точно. Вот. Какой Эмма Уотсон у тебя рука? И мы здесь 6 часов. Больше, 7 почти. Это Хедвиг. Хедвиг? Да. Конечно, круто, что все это расположено на реальной студии, в реальных павильонах, где проходили съемки, многие съемки. Большинство экспонатов, даже какие-то комнаты, как банк, например. Это те места, где снимались сцены из фильма, и многие реквизит реальный, настоящий. Но одно дело — это реальный инвентарь, который участвовал в съемках, а другое дело — то, как это все показано, то, как это подано, оформлено. Это как реальное приключение на целый день, этот музей. Это здорово. 6 часов пролетели, вообще не скучно. В общем, стоящая тема. Если захотите посетить, мой вам совет. Бронируйте билеты заранее. И учитывайте, что на семью это примерно... И это без еды. Тема Гарри Поттера в этой поездке была закрыта полностью. Теперь настал момент прогуляться по местам, связанным с настоящей историей Англии. Вот только жара стояла в конце сентября. Просто убийственная. Конечно, в Лондон мы попали в какое-то аномальное время. В общем, как раз эта неделя стоит дикая жара. Ну, где-то 30 плюс, там, 31. Даже намека нет на какой-то дождь или что-то похожее. Я так понимаю, что для многих местных жителей это тоже не совсем привычно. Все в теньке стараются, но большинство. Это не позволяет нам использовать все наше время по полной программе, потому что мы не очень хорошо переносим жару. Но что делать? Вот такой у нас Лондон получился. Хотя уже сентябрь. О, а там Букингемский дворец. Самый знаменитый и важный дворец Британии и официальная лондонская резиденция монархии. Вообще летом можно попасть внутрь, но семейный билетик... Что? 100 фунтов вход внутрь? На всех. На семью 100 фунтов? Жесть. Вот почему они такие богатые. И, кстати, у них был план закрыть дворец на глобальную реконструкцию. Ремонтик оценили в 370 миллионов фунтов. Не слабо так. С другой стороны, 775 комнат. Попробуй наведи там порядок. Но, в общем, можно туда будет попасть следующим летом или нет, надо узнавать. Но, если честно, возле него, особенно в 30-градусную жару, делать особо нечего. Единственное, можно посмотреть смену караула. Это популярное развлечение у туристов в Лондоне. Бывает забавно, кстати. Да, у королевских гвардейцев тоже не все всегда получается идеально. И не с первого раза. Но жарко им, наверное, просто капец. Смену караула сняли, дворец сняли. Жарко, больше здесь делать нечего. Надо двигать дальше. Короче, само место может быть и не отстой, но что там делать, не совсем понятно. Двигаемся дальше, через Сент-Джеймский парк, где можно спрятаться от жары и поесть мороженое. И это отличная идея. Но есть нюанс. В этом парке очень много, очень наглой живности. Реально, они тут не пуганые просто совсем. Вы только посмотрите на эту белку, что она творит. Борзая капец просто. Это вот когда говорят «дай палец, откусят руку», это вот про них. Смотри, какая наглая, она просит мороженое. Жесть, он грызет твой палец. Капец, он думает, что это вишня. Только отвернись тут. Все, считай, остался без еды. Но это даже не попрошайничество, это вымогательство какое-то. В какой-то момент нам буквально пришлось выходить из окружения.
А, ну еще, у них тут очень громкие газонокосилки. Поэтому идем дальше, по направлению к Вестминстерскому аббатству, через очень-очень красивые улочки. И вот оно, главное церковное здание Британии, место коронации королей и место их захоронения тоже. И вообще там похоронено очень много разных известных деятелей Англии. Для любителей истории прям очень интересно и круто там побывать и посмотреть все своими глазами. Рекомендую, но снимать там нельзя категорически, даже на телефон. Поэтому вам придется увидеть это своими глазами. А мы пойдем в другое супер историческое место Англии. Тауэрский замок. Вот уж где я просто мечтал побывать. Как дети в музее Гарри Поттера прям. Это ведь самый главный замок Англии. Один из древнейших и один из первых нормандских замков в Англии. Ему под 1000 лет уже. Столетиями он был главной крепостью королей Англии. Чего только не видели эти стены. Вот уж где любители истории, и истории Англии в частности, могут быть в полном экстазе. Я вот, например, точно был. Но, кстати, без любимого фэнтези здесь тоже не обошлось. Он белый. Это было в новинку в то время. Я представляю шок людей, когда его построили. И Тауэр называли Белой башней. Знакомое, да, что-то от Толкина? Белая башня Гондора. Да, Тауэр был вдохновением или как прообразом башни в Гондоре. И, кстати, еще интересный момент. Архитектора, который построил Тауэр, его звали Гэндальф. Вот так вот. Толкин искал вдохновение везде в истории Англии. Белая башня Гондора, точнее Лондона. Ну вот, 1080 год. Тут узенько. Вообще Тауэр, конечно, за всю свою тысячелетнюю историю использовался для очень разных функций. Первоначально, конечно, это была крепость, башня короля, и отсюда шло управление всей страной, и Англией, и Лондоном. Но потом, когда короли переселились в более удобные апартаменты, здесь был монетный двор и даже королевский зоопарк, казармы. Ну и, наверное, самое печальное, что это была тюрьма, и здесь очень много людей провели последние дни своей жизни. Да. Многие английские короли любили посадить сюда тех, кто им не нравился. Вот мы, например, сейчас находимся в башне. У нее такое название – Кровавая башня. Да, была такая история. В 15 веке умер король, у которого было 2 сына, но они еще были маленькие и не могли править. Регентом стал их дядя. Но, судя по всему, дяде так понравилось править, что очень скоро он сказал, что эти сыновья незаконнорожденные. Вот они. И, в общем, какое-то время они жили здесь, в этой башне, а потом пропали. Исчезли, и никто не знал, где они. Через лет 200 примерно где-то здесь проводили работы, и под лестницей нашли 2 маленьких скелета. С тех пор эту башню называют Кровавой. Вот такая печальная история. Власть доводит до страшных вещей. Вот что. За историю Тауэра в нем томилось очень много людей. И сколько было казнено. Вот на этом месте, например, отрубили голову Анне Болейн. Печальная история. В Тауэре хранятся драгоценности и корона королевы. Или короля уже. Королей. Поэтому здесь размещается королевская охрана. Кстати, это все тоже можно здесь посмотреть. Но тоже нельзя снимать. Прям совсем. Вон они какие, серьезные. А вот внутри самого Тауэра можно. И там есть что посмотреть. Это такая оружейная на максималках, где хранится доспех, оружие, мечи, шпаги королей Англии разных времен. А вот и доспех Генриха VIII. Правда, говорят, когда сделали этот доспех, он уже был старым, толстым, и он в него ни разу так и не влез. Я не думаю, милая, что здесь проводили балы. Скорее, в этом здании происходили более страшные вещи, чем бал. Хотя бал — это тоже так себе история. На мой взгляд. В общем, если бы Тауэр не закрывался, я бы тусил здесь еще долго. Но на сегодня у нас было еще кое-что.
Таурский мост, то без чего просто невозможно представить Лондон. И Таурский он, потому что находится рядом с Тауром. Многие путают и называют его Лондонским мостом, но это неправильно. Лондонский чуть выше по течению. Ну а этот просто шикарен. Я помню, что в детстве он произвел на меня очень большое впечатление. Мы не могли отказать себе в удовольствии прогуляться там на закате. С него, кстати, действительно открывается шикарная панорама на Лондон. Особенно интересно вот это сочетание. Почти тысячелетний Тауэр, за которым возвышается современный Лондон. Вокзалов в Лондоне немало, но есть еще один, культовый, куда был план заглянуть. Тут начиналась такая близкая сердцу история одного замечательного медведя, который вынужденно переехал в вокзал Паддингтон, где маленький перуанский медвежонок искал новую семью и дом. Его так и назвали. Да, это все было тут, и съемки были тут. И где-то даже есть небольшой милый памятник этому мишке. Вот он. Еще одна культовая история, которая родилась в Британии. Про медвежонка-иммигранта. Если честно, его история так близка сейчас многим. Даже хочется пойти его обнять. Паддингтон, дружище, держись. Дети попытались тоже использовать этот способ, чтобы остаться в Лондоне, но они же не медведи, нам они нужнее всего. И потом, дома оно как-то лучше. Кстати, рядом с вокзалом есть очень прикольные часики. Внутри сидит какой-то чувак и рисует стрелки. Очень прикольно. У англичан особенные отношения с часами. А вот у нас время подходило к концу. А еще было пару незакрытых моментов. Во-первых, мы все хотели прокатиться в лондонском такси. Ну, чтобы поставить такую галочку в биографии. Ребята, залазим в лондонское такси. Там парк. Вот это, кстати, гайд-парк. О, у нас экскурсия. Экскурсия на такси. И, собственно, на такси мы хотели добраться до очень прикольного райончика, где можно было бы сделать пару фоток. Но надо сказать, что удовольствие ездить на такси в Лондоне не самое дешевое. Проехали мы, конечно, достаточно много, но пришлось заплатить больше 50 фунтов, что достаточно круто. В таких случаях мы утешаем себя тем, что мы не просто ехали в такси, а закрывали определенный план. Это не так обидно. А, собственно, райончик, в который мы приехали, называется Бермонси. И он очень классный. Вы только посмотрите на эти балконы. Вау, какая крутая улица. Райончик действительно классный, и тут много мест, где можно было бы погулять. Мы даже жалели, что отвели на него немного времени. Но оставим это на другой раз. Оставалось еще одно. Последняя локация. Что это такое? Это еще один непокоренный символ Лондона. Это уже из более современных времен. Лондон Ай. Кстати, я осознал, что был в Лондоне еще до того, как его построили. И я даже это помню. Это же 4-е по высоте колесо обозрения в мире. 130 метров. Вроде бы. Но, кстати, на него мы попали не с первого раза. Он должен был быть в другом дне, но меня не пустили в кабинку со стабом для камеры. Сказали: сорян, это слишком профессионально для нас. Уговорить их не получилось, поэтому мы перенесли это на последний день. Вот сейчас будет тот самый момент. Мы
почти на вершине. Вон, поравнялись с этой кабинкой. Все, мы уже выше них. 135 метров над Лондоном. Соня, ты как? В норме? Ты хочешь присесть? Соня хочет присесть. Просто если она сядет, она будет ближе к земле. Так лучше, Соня? Я ближе к земле себе чувствую. По сути, это просто колесо обозрения. Просто чуть больше среднего. Да, с него открывается неплохой вид. С высоты птичьего полета, как говорится. Но есть несколько нюансов. В кабинках полно народа, что периодически мешает обзору. Во-вторых, все происходит как-то очень быстро. Я буквально не успевал снимать в разные стороны. Ну и в-третьих, это стоимость этого удовольствия. 124 фунта за семью. 55 стоит взрослый билет. Мы в музей Гарри Поттера отдали 174 фунта. Но это за 8 часов удовольствия. А тут это всего кружок. Это похоже на какой-то отстой. Прикольно, но мало. Полчаса, короче, это все происходит. Я думаю, что надо больше. И, если честно, не хватает времени, чтобы посмотреть во все стороны. Поснимать тем более. Но вообще, мне кажется, эта штука сильно раскручена. Стоит она прям вагон с тележкой, но полчаса и, ну, как-то, Не, ну, короче, так. ходите, это не стоит того. Да? Короче, такое. Впечатление так себе. Не за эти деньги, наверное. Не, прикольно, вид классный, но, В 2 раза дешевле это стоило? но дороговато. Но 2 круга. О, если бы 2 круга за эти деньги, ну, нормально, кстати, было бы. Да. Но в целом, ладно, мы это сделали. Такой был план, в конце концов. Мы все же смогли вложиться в 5 дней. На 6-й нужно было двигаться обратно. В школы Германии лучше не опаздывать. Да, мы много успели за 5 дней, но для Лондона это почти ничто. И хотя, если вы родители подростков, бывает сложно найти что-то не отстой. Но тут все сошлось. Этот город нас действительно зацепил. Причем всех. Каждый нашел что-то свое и то, что нравится ему. В этом и прелесть этого города. Немного жалко, что мы не попали на дождливый Лондон. Такой классический, в тумане. Дети, кстати, этого ждали. Но, с другой стороны, значит, у нас будет повод вернуться. Исследовали мы тут еще не все. Короче, Лондон, на наш взгляд, точно не отстой.